Сегодня пасмурный день такой. Все небо заволочено тучами. Вот. Но дождя нет. То есть вот какая влага на дороге, это тут что-то поливали возле стройки. Возможно, что выезд грузовых машин и так далее. Вот. Сегодня у нас пролет. Нужно снять очередной мукбанг, а у нас эти рецепта нету. Пойду пакетики куплю. Так называемые бомж-пакеты. Единственное, ассортимент не очень большой этих пакетов. Вот. Подороже, подешевле даже не выберешь. Здесь они плюс-минус все одинаковые. Вот ВАЗ-101 тут раз мы смотрели, только не в этом, а там дальше. Вот. Ой. В принципе, на велосипеде недалеко ездить вот до всех этих БИМов, шоков, до других, до не наших. Так-то я бы уже приехал, ну, проеду чуть-чуть подольше. В принципе, ничего такого страшного в этом нет. Вот. Наши знакомые с ними общались вот в этот комплекс, вот серенький, который с беленьким. Недавно заехали, получили документы все. Как я погляжу, там у них на балконе уже кондиционер стоит. Занавески висят в квартире, видны на всех окнах. Так что молодцы, уже зажили в своей квартире. А это вот тоже тут человек разговаривает. И до этого проезжал здесь какой-то русскоязычный человек. Что-то переговаривался. Вот. Тихонечко, без всякой помпы открыли. Открыли, документы оформили, раздали. Люди заехали, живут в своих квартирах. Так. До магазина, в принципе, нормально ходить. Им даже что сюда идти, что до наших магазинов, им получается одинаково. Как говорится, равнохренственно. Вот. По тротуарчику вышел не спеша. А там, глядишь, у них внизу первый этаж с этими помещениями под магазины. Может, продуктовый магазин откроется прямо в их комплексе. Так что будет видно. Интересная штука продается здесь. Вакууматор. То есть пакет накладываешь, что надо, вставляешь, он закатывает. 149 лир стоит. В принципе, нужная штука. Удобная. А вот проигрыватель, который я видел где-то в рекламе, в БИМе, вот продается 379 лир. Можно USB подключить и плясать под пластинки. Прикольно. И забыл показать, вот много вот таких вот десертов здесь продаются. Много-много разных десертов. Ну, наша подруга делает сама такие десерты. В БИМке продается стол такой вот. Размерников, что-то не пойму. А, вот 120, 75 на 78. Что-то из них высота, что-то ширина. Вот такой стол. Один, без стульев, которые здесь нарисованы. Стоит он 399 лир. Вон там написано. Возможно, что стулья тоже к нему продаются. Надо искать. Стиралка продается вот здесь. Вот, наверное, про нее написано, что 1999. Какие-то еще коробочки. Вот. Пластикового всего, как всегда, много. Ладно, а я пойду на кассу. Я сейчас подъезжаю к дому. Там дяденька прошел в полотенце завернутый. Соседа на улице. Вон идет завернутый в полотенце. На море купался, говорит, вода отличная. Там тоже захотелось, если я в теплой куртке, ну, что-то в куртке, в не теплой, в принципе, очень. А парень стоит вон в теплой куртке. Там вдалеке так солнце интересно в море отражается. Там есть солнце, а у нас пасмурно. Хотя мужчина в плавках только что проследовал вместе со мной в комплекс.
Ладно, пойду готовить мукбанг. Мы вчера отнесли друзьям нашим такую сладость, а они обратно Мише отдали. Приходится съедать родителям тоже, да? Так тяжело. Ну, мы посылаем. Вкусно? Море вообще не видно. Друзьям твоим тихо нам повезу. Там еще купили. А лучше остатки. Лучше остатки. Ну, где мы же честные. Так, я поехал сейчас в Эрдемли. Здесь строители вяжут уже перекрытие первого этажа и таскают арматуру. Целая бригада работает. У нас прошел маленький дождик, но очень такой несерьезный. Вот. Я на всякий случай одел куртку с капюшоном, сейчас покажу. Такая вот куртка с капюшоном есть, да. На всякий случай, если меня начнет поливать, следует, то тогда сделаю. Единственное, что я забыл не сделал еще на велосипед, не поставил крылья. Купил их, уже привезли, нам их доставили, но я пока их не прикрутил. Поэтому, если что-то, то тоже можно грязи на себя накидать. Ладно, поеду, покажу что-нибудь интересного. Я еще рыбу буду покупать в Эрдемле. Покажу, почем там сейчас рыба. У нас здесь с приходом осени увеличились пробки. Видите, вот тут стоят знаки сужения дороги, одна полоса и так далее. Летом спокойно все ездили, а осенью, когда на машину стало поменьше, идет ремонт, работает. Много. Сразу километрами чинят дорогу. Вот пока одну полосу, потом меняют вторую полосу. Единственное, вот тут пробочки бывают. Ну, в принципе, не мешают движению. Нормально, двигаемся все равно. А я поехал в Эрдемли. Остановился возле магазина, который здесь... Там продается варенье из турунжа. 30 лир. Потом пекмес из харнупа. Это рожковое дерево. 30 лир. Из изюма пекмес 35 лир, но больше объем. Турунж сую 15, изюм сую тоже 15. По 1 литру. Такой турунж, скорее всего, получается сок сую. Вот. В принципе, и мандарины с лимонами по 2 лиры тоже. Ну, мандарины какие-то мелковатые у них. Лимоны нормальные, хорошие. Я гляжу, многие берут. Поеду дальше. Прямо у дороги куча мандаринок на дереве растет. Рви не хочу, кушай на здоровье. Не знаю, откуда она взялась дерево. Это очень много мандаринок. Я сорвал одну. Попробую сейчас, какая она. Судя по горечи, все-таки это турунж. Его как-то по листьям угадывают, отличают от апельсина. Это вроде бы апельсин, но действительно горький. Я укусил. Один раз его попытался открыть, но не смог. Очень горько, невкусно мне, во всяком случае. Попробую дома почистить. В Карфур заехал я. Пойду сейчас посмотрю, почем там что. И первый раз увидел человека, который в Турции разговаривает по телефону-автомату. Вот. Я пойду в Карфуре, рыбу посмотрю. Короче, в этом Карфуре от рыбы только осталась вот вывеска. Рыбы нет нисколько, никакой. Поеду туда и дальше. Ничего такого тут больше, наверное, не заказывали. Кроме шпажек. Пойду шпажки посмотрю сейчас еще. Шпажки мне сказали. Как кружки какие-то интересные. Плотные. В принципе, это тоже ничего.
Главным человеком, Ататюрком. В Турции обязательно. Кружечки. Вот сейчас смотрите, пластилин есть. Пластилин есть такой вот набор. 4 цвета, но с Барби. А есть вот такие поштучные продаются. 20 лир одна такая вот баночка. Это дорого. Я покупал 14 лир, по-моему, 6 цветов. 6 цветов пластилина я покупал в простом у нас констоварах. Поэтому констовары пойду зайду сейчас еще по дороге. Вот здесь нету. Пойду еще шпажки посмотрю. Если купить недорогие маленькие пакетики, вот написано маленький пакетик, размер 40 на 50 сантиметров, почти огромный пакет, 40 на 50, почти как мусорный. Это вот средний написано, орто, средний. Вот маленький, тоже 40 на 47, 40 на 47. Нету здесь совсем маленьких. Сам маленький 40 на 47. Из всего этого выбора. Зашел в Камшу. Здесь всяких теплых кофт наложили. Такие в средней теплости. Скажем так, внешний вид достаточно неплохой. Такой. Яркий. Джорджия. Буквально. Олегу вот надо ремень купить. Единственное, у нас с собой нет его. Олег не с нами. В смысле, сейчас нет его. Надо с ним зайти и померить ему. Вот так Камшу это. Камшу. Везде индирим. Везде много разного индирима. Надо смотреть, выбирать. Вот одни носки по акции 3,50 стоят. Но если на 7 умножить, это будет где-то 30-ку, наверное. Самые простые носки. А Мишу мы подороже, получается, купили. Ну, будем иметь в виду, если что, надо в этом посмотреть в магазине для него носки. Поехал я за левриком дальше. Тапки, шлепки, штаны. Короче, как-нибудь зайдем еще раз. Здесь такие рыбины интересные продаются. Я не знаю, как они называются. Смотрят очень-очень прям жестко. Эти тоже. Сейчас спрошу, как называются они. Купил я деревянные палочки для гриля. Купил я пластилин Миши. Вот здесь лежит. И рыбу купил, которую мне заказывали. Плюс еще влажные салфетки в Камшу. Они здесь достаточно выгодные получаются. 90 штук, 4,90. Мы покупаем 45 в Мигросе, хуже. Ну, прям вот руками трогаешь, хуже. Эта салфетка стоит она 2,95. То есть, ну, выгоднее там, немного, но выгоднее получается. Всем доброе утро, друзья. У нас пасмурная погода, второй день. Из солнечной панели нет воды. Я уже тут чемодан собираю, сумку собрала. Рюкзак Алексею собрала. Моя сумка примерно весит так же, как Алексей рюкзак. Надо будет его немножко освободить. Михаил Алексеевич, перестань баловаться, убери этот плед. Или я запрещу вообще его использовать вне сонное время, вне ночное время. Михаил Алексеевич тут даренный плед уже весь вдоль и поперек измучил. Погода у нас пасмурная, но все равно вот такой красивый, замечательный вид на море нас радует. Алексей утеплился. Кофточку, которую моя тетя вязала ему, одел. Вот. Что еще вам сказать? Мишутка занимается уроками. Олег тоже учится. А я готовлю детям. Скоро уеду. Детей будет смотреть наша турецкая подруга. Так, это я готовлю на сегодня обед. Сейчас с Алексеем снимем мукбанг. А потом это будет на обед и ужин, я думаю. Или только на обед. В общем, посмотрим. Начистила этот лук. Олег вытащил клубнику себе. И у меня со вчерашнего дня в холодильнике разморозился фарш. Сейчас я буду делать котлеты. Котлет хочу сделать побольше. Может, сейчас еще вытащу фарш. Посмотрим.
Котлет хочу сделать побольше, чтобы заморозить и детям тоже отправить, чтобы они там с нашими турецкими друзьями кушали котлеты. И сегодня еще буду делать фаршированные перцы из булгура, тоже отправлю. И у меня в морозилке еще есть 6 пирожочков с картошкой, тоже отправлю. Еще хочу сделать морковку по-корейски и чимчи тоже отправлю. Короче, чтобы там сильно подругу... Она и, безусловно, она будет колготиться и что-то готовить, но чтобы хоть как-то облегчить и помочь, я отправлю, короче, тоже еды. Вот, и у меня в холодильнике была томатная паста, смотрите, вы мне рекомендовали ее порционно по пакетикам, вот, но у меня нет пакетиков, вот в этом проблема. Вот я говорю, из России будем везти пакеты. Потому что в Турции, блин, отправляю Лешу за пищевыми пакетами, а он мне приносит пакеты размером 40 на 47. Чуть-чуть меньше, чем мусорные. Вот. Других нету в магазине. Сама иду тоже в магазин и не вижу. Не могу найти. Короче, я хочу вот, поскольку пакетов нет, с пакетами дефицит. До этого я в стаканчиках замораживала, тоже было удобно. Но стаканчики у меня в морозилку не поместятся, там не так много места. Поэтому я вот такой вот... пластиночку тоненькую сделаю, а потом буду ножом отрезать нужное мне количество и готовить еду. Хранить буду вот в таком виде в морозильной камере. Вот. Так закрываем. И сейчас аккуратно двумя ручками все это дело отправлю в морозилку. Это у нас такая томатная паста. В Турции с томатами проблем вообще нет, поэтому здесь производители честно кладут помидоры в томатную пасту, ничем не разбавляют, никаким там, как называется, крахмалом, ничем. Поэтому здесь натуральная, классная, хорошая томатная паста вот такого темного цвета. Вот, когда готовишь, ее необходимо класть совсем немножко. А в России я по полбанки могла положить. Ну нет, в России томатная паста, томатной пасте рознь тоже, знаете. Есть такая, которую целую банку положишь и незаметно, что положил. А мы брали, не помнишь, Леш, маэстро какая-то, да? Она тоже такая ярко-красная, концентрированная, хорошая. Вот, и ее я клала, по столовой ложечке с горкой. Такие у нас дела. В общем, каждый занят своим делом. Михаил Алексеевич, я же тебе сказала, если ты будешь так с одеялом обращаться, я запрещу. Не понимает ребенок, а потом говорит, что мама ругается, почему мама ругается. Не знаете, почему мама больше всего на Мишу ругается? Зрители говорят, вот, Мишу сюсюкаете, нет, Миша больше всех получает от мамы. Да? Почему, знаешь? Потому что ты не слушаешься. Олег с первого раза сразу все понимает и слушается. Ладно, буду заниматься делами. Такие рассказала, какие у нас вкратце дела. Буду все это делать теперь. С детьми идем погулять на набережную. Одет я примерно так. Просто на майку одета осенняя тонкая куртка. Она без подкладки, практически без ничего. Она достаточно прохладная. Вот. Идем. Дети на велике покатаются. Я там пойду перец купить, собственно, больше там ничего не надо. И приду домой. На часок, не больше. Подходим к морю. Сегодня море так шумит. Хотя волны вроде бы не видно. Не-не-не, волна видна. Волна прям такая издалека заходит. Сегодня волнуется море. Дети вон катаются на велосипедах. На море сегодня такая высокая волна. Классно. Сила природы, как говорится. Кстати, вот нам говорили соседи, друзья с Украины, что камушков на берегу нет. Действительно, их вымывает последние. Вот уже вот какая-то кучка здесь лежит камней, да? Кто-то тут дети натаскали или взрослые, не знаю. Вот. А так вот там, где много камушков было, по которым любили ходить народ, так сказать, стимулировать нервное окончание на ногах, сейчас полностью закончились.
Смыло все их. Море прям такую волну хорошую дает. Был бы сезон, прям на заглядение окунуться. Тут собачки набежали. Всякие и большие, и поменьше. Брешут. У них клуб по интересам. Мишу видал, что ты видал? Киви, хотел киви купить. А здесь полно клубники, по 25 лир, правда, килограмм. Дорого. Но есть, очень много. Мы и за перцем вообще поехали. Пойдем перец посмотрим. Катаемся на велосипеде, как всегда, втроем. Я с Олегом. Олег, видно тебе? Ребята, не повторяйте этот трюк, пожалуйста. Да, я одной рукой рулю. Миша, добавь ходу. Вот, все. Все нормально, не гоняй. Сегодня море такое прям шумное. Сегодня все в куртках. Я вообще нарядился. Сейчас покажу, в какую куртку одел. Вон у меня осенняя куртка. Вот Олег там сзади. На фоне моря. Миша вон сзади едет. Мы выехали купить овощей еще немного. Помидоров купили, чуть. Что, огурцы и что-то еще. И перцы болгарские. Все, покушали, едем обратно. Ой, покушали, купили. Певцы здесь не теряют надежду что-то заработать. Выключать?